900 километров пешком. «30 дней одиночества. И один путь». О, вот это да. Неимоверно. Я забыл, когда я плакал последний раз. Я хочу рассказать вам о пути, по которому люди идут 1000 лет. Идут пешком от подножия Пиренеев до самого края Атлантики. Через горы, поля, деревни и города. Идут не ради рекордов, а ради ответов, которые не найдешь в книгах. Это путь 1000 историй. Путь Сантьяго. Говорят, путь Сантьяго меняет каждого, кто решается его пройти. Я прошел 900 километров, чтобы это проверить. Ну, здравствуй, пилигрим. Давно не виделись с тобой. Прошло уже 6 месяцев. Полгода назад я так же, как и ты, был здесь один. Шел против ветра, против снега. Тогда здесь было все по-другому. Да и я был другим. Здесь я ставил символ пилигрима ракушку 6 месяцев назад. Правда, не моя ракушка. Я записал на ней фразу, которая позже стала одной из моих формул жизни и перевернула мой мир на 180 градусов. Сейчас я вернулся на путь Сантьяго, но не чтобы пройти его снова, а чтобы рассказать свою историю. Возможно, она поможет тем, кто только ищет свой путь в жизни. Для начала давайте перенесемся на 1000 лет назад, потому что у этого пути своя очень сильная история. Путь Сантьяго де Компостела или Путь Святого Иакова — один из 3 главных маршрутов для паломников в мире, вместе с дорогами в Иерусалим и Рим. Веками по нему идут люди. Идут к собору в испанском городе Сантьяго де Компостела, где, по легенде, покоятся мощи одного из учеников Иисуса, святого Иакова. Паломники шли по разным причинам. Кто-то, чтобы искупить грехи, кто-то, чтобы помолиться, а кто-то в поисках чуда или исцеления. Раньше путь Сантьяго де Компостела был таким настоящим испытанием для паломников. У них не было карты, здесь не было указателей, знаков, куда идти. И они ночевали в монастырях или возле монастырей. Например, этот был построен в VI веке, то есть задолго до того, как появился этот путь Сантьяго де Компостела. Но сейчас уже все, конечно, абсолютно по-другому. Сегодня путь Сантьяго — это сеть хорошо размеченных маршрутов по всей Европе. Главных путей 7, и все они, как и 1000 лет назад, ведут к собору в Сантьяго де Компостела. Самый известный из них — французский путь. Он начинается на юге Франции и тянется почти 800 километров через всю Северную Испанию. В разные времена по нему шли короли, религиозные деятели, актеры и писатели в поисках перемен. И эти перемены происходили. Например, Пауло Коэльо прошел французский путь и написал свой роман «Дневник мага», став голосом целого поколения. Именно по этому пути в поисках перемен решил идти и я. Первый путь Сантьяго де Компостела
был в 2019 году осенью. Мы прожили с семьей 3 года в Америке, решили переехать, и я связался со своим наставником, с которым мы раньше летали в Индию. Я был на его ретритах разных. И был конкретный вопрос, вот, какие следующие шаги, как этот смысл жизни найти, потому что возраст другой, дети появились, то есть происходили изменения в жизни. В общем, он предложил отправиться в Сантьяго де Компостела, но это произошло за 5 или 6 дней, мы ездили с ним на авто, и даже тогда уже произошли такие немалые интересные изменения и у меня, и у тех ребят, кто поехал вместе с нами. Мы выбираем для жизни Португалию, супруга снова беременна через несколько лет. Бизнес еще больше вырастает, новые друзья появляются, и мы опять выросли в какое-то новое состояние, то, которое раньше не представляли в своей жизни. Потом наступила война. И когда наступила война, у меня очень сильно поменялся бизнес, и не только бизнес, и вообще какое-то понимание, что делать дальше. Я был связан и с Украиной, и с Россией, и это просто покатилось куда-то вообще. Вот, сложно объяснить, в общем, никуда, вниз оно покатилось. И когда я снова обратился к нему в 2024 году, осенью, снова-таки с вопросами следующих шагов в жизни, уже прошло 5 лет, он говорит: Анатолий, Сантьяго де Компостела, но теперь пешком. Честно говоря, я тогда подумал, стоит это делать, не стоит. Может быть, весной пройти, потому что это был ноябрь, это какой сезон был непростой. Тут я выхожу из гостиницы, это был город, это был Берлин. Я выхожу из отеля. После этой беседы с наставником я вижу знак Сантьяго де Компостела, ту ракушку, не знаю, в 5 метрах от выхода из отеля. У меня вопросы все сразу снимаются, никаких сомнений. Я иду в Сантьяго де Компостела, когда? Через неделю. Как и планировал, я стартовал на путь в конце ноября. Впереди меня ждало еще 800 километров пути до города Сантьяго де Компостела. Я помню первый день. Я захожу в этот чекин Сантьяго де Компостела во Франции. Бонжур. И должен написать, кто я, откуда я, дать свой паспорт. Я вижу, в журнале прописаны имена, фамилии людей, их подписи, и откуда они, с какой страны. Там Нидерланды, Южная Корея, Польша, еще пару стран, я не помню их все. Я достаю свой паспорт гражданина мира, мой любимый паспорт. Я написал, что я гражданин мира, что это ни Вануату, ни Украина, ни Советский Союз, которого уже не существует, ни Португалия, где сейчас живу, а это world, это мир, в котором я живу. И это такая моя личная формула, я помню, что я это зафиксировал. И это драматичный кадр уходящего меня вдаль, последнее, что снял оператор. Дальше я шел один. Чтобы побыть наедине с самим собой, я убрал все уведомления на телефоне и шел практически без связи. Что такое путь Сантьяго де Компостела? Это не туристический путь, это не такой физический полезный маршрут для пешеходов или велосипедистов. Он про духовность и про изменение своей жизни. Про то, кем ты на самом деле являешься и как понять, кто ты. Почему этот путь работает? Потому что ты идешь один, идешь по природе. Погода, в моем случае, она менялась постоянно. У меня было 4 сезона. По снегу. Иху! Не хватало землетрясений, цунами, наверное. Так было абсолютно все. Я видел эти упавшие деревья, которые были прям при мне, упали, там, не знаю, минуту назад. Идешь, понимаешь, оно баба. В один из моментов я помню, как я был уже на 100% мокрый, потому что я 8 часов шел. Дождь горизонтальный, на 100%. Чуть-чуть с градом, холодно еще. Если раньше я мог выходить из машины, там, пройти 5 метров, нужно тут дождь, ой, как же, где припарковаться, вот такие были мысли. А тут, во время этого дождя, я просто от счастья решил закричать.
И суть пути заключается в том, что не чувствуется это изменение погоды, ты становишься будто бы частью этой природы, ты с ней автоматически как-то соединяешься на 100%. И когда ты находишься сам в таком пути, не общаясь по телефону, не планируя даже глобально следующие дни, полностью уходит прошлое и будущее, и ты находишься в настоящем. А когда живешь в моменте, кайфуешь от всего. Путь как будто перестраивает тебя изнутри. Учит не сопротивляться, а принимать. Он дает тебе навык жить проще. Ты начинаешь ценить тепло, еду, тишину, радоваться тому, что есть, даже мелочам. Маленький камушек больше. Buen camino! Buen camino. Buen camino! Когда-то по пути Сантьяго шли паломники с крестом, с молитвой, босиком. Их путь начинался в храмах, а цель была отпущение грехов. Сегодня по тем же дорогам идут другие странники. Их называют пилигримами. И идут они с рюкзаками, трекинговыми палками и в удобных кроссовках. И вместо «привет» говорят друг другу «Buen camino». Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino siempre. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Hola, buenos días. Buen camino. Сантьяго! Buen camino. На своем пути я встречал очень много интересных людей из разных стран, из всей планеты. Анатолий. Have a good trip. Hello. Hello. Okay, thank you. Nice. Oh, this movie. Yeah. Большинство людей уже идут не по религиозным мотивам. У каждого своя причина идти и своя история. Для меня пройти путь святого Иакова — это способ найти себя. Преодолеть, наверное, себя, проверить, насколько ты вообще готов к трудностям, потому что Камино, она сталкивает тебя ежедневно с какими-то трудностями. Я хочу пройти этот путь и, может быть, найти себя. Почувствовать связь с собой и с настоящим моментом. 5 месяцев назад я развелся. В моей голове куча мыслей. Я хочу очистить голову. Я ищу ответы на вопрос, что делать дальше. Ты все время бежишь, зарабатываешь деньги, бываешь везде, но это не приносит счастья. Деньги — это не счастье. Я Кэти, это Дэн, а это малышка Аврора. Мы идем в Сантьяго в поисках приключений, и чтобы у Авроры было свое первое приключение. У меня нет причины. Просто решил идти. Надеюсь, по дороге пойму, в чем смысл этого пути. Сегодня люди идут по пути Сантьяго, чтобы отключиться от шума мегаполисов, замедлиться и, наконец, побыть наедине с собой и подумать. Кто-то ищет смысл жизни, кто-то вдохновение. Одни идут в память о близких, другие ради приключения. Но всех их объединяет одно — большая дорога. С чего же начинается путь современного пилигрима? С паспорта пилигрима. Он называется креденциаль. Самый лучший паспорт, который я мог себе представить, наверное, знаешь? Каждый день ты ставишь в него печати. В церквях, хостелах, в кафе. Постепенно он заполняется, превратившись вот в такую книгу воспоминаний. Mucho gracias.
Раньше это был официальный документ паломника, и он позволял бесплатно ночевать в монастырях. Сегодня это больше дань традиции и подтверждение того, что ты действительно прошел путь. Современные пилигримы уже не идут по звездам. Во-первых, есть много приложений с маршрутами, а во-вторых, повсюду нарисованы желтые стрелки и указатели ракушки. Везде, везде, везде. Знаки, 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 знаки. Практически на, не знаю, 70-80% домов есть какой-то знак, рисунок. Знаки показывают, где ближайший магазин, кафе или место для ночевки. И где ночуют пилигримы? Многие из них ночуют в альберге. Это, так скажем, хостелы. И некоторые из них находятся просто в священных монастырях. И вот один из них, который был построен в VI веке, на входе многие из них оставляют свою обувь. В общем, заходят сюда однозначно с чем? Я уверен, что точно с любовью. Бон камино! Очень, на самом деле, красивое место. Несмотря на то, что это хостел, я бы здесь остановился. Вообще легко знаю, что это монастырь, в котором люди останавливались там 1500 лет назад. Ух, я вспоминаю свой путь. Мы тоже были хостелы, я не помню, сколько их было. 3 или 4. Потому что больше негде было ночевать. Единственное, что было, это вот хостел. Буду спать здесь. В общем, вот так вот. Сегодня остаюсь. Сегодня сплю здесь. Красиво, кстати. Те хостелы, в которых я ночевал, в некоторых из них я был единственным. Никого больше не было, потому что это был не сезон. You'll be alone. Ты будешь тут один. Сейчас уже больше половины занят. В общем, буэн камино. Что понравилось мне? Я ночевал здесь в хостелах, которые стоили 10 евро. Я ночевал в самых лучших отелях. Я ночевал в домах с джакузи, где было просто приятно полежать в этой теплой ванной после спуска с перевала, где был снег, и после 30 километров. Может, такое счастье. После холодных гор полежать в джакузи, уже, не знаю, минут 20, наверное. Очень классное место, красивое. Или я попадал в отель, который находится прямо у входа в храм Сантьяго де Компостела, где сейчас очень тяжело забронировать номер, потому что лето — это самый такой high season. Oh my God, it's my room. Oh, wow. Это было настолько приятно, красиво, будто бы я попал в какой-то тоже бывший монастырь. Когда я выбирал, где переночевать, это было после 3-4 часов дня. Я не букал это заранее за 3-4-5 дней, потому что я не знал, сколько времени проведу в этом месте, или я захочу поменять маршрут. То есть я ничего не зависел, не было планов, которые, опять же, есть вот в обычном образе жизни. Единственный план, куда идти и какой может быть следующая деревня, где я переночую. Все. Ведь когда есть четкий план, не остается места для чуда. Все расписано, и любая неожиданность кажется ошибкой. А когда плана нет, события складываются сами собой, и жизнь вдруг начинает удивлять. Buon camino. Buen camino. Thank you, my friend. Have a good trip. Thank you. Gracias. Я заходил сюда зимой, был снег, эта дорога была скользкая, такая, во льду. Столько людей не было, и не было на уличных площадках, я не помню этого.
По этому пути я в среднем шел от 25 до 35 километров. Это было комфортно. Я выходил примерно за полчаса-час до рассвета с фонариком на лбу и заканчивал как раз полчаса-час после заката. На пути Сантьяго я проходил через десятки городков и деревушек. От крошечных поселений с парой домиков до средневековых городов с мостами, арками и домами, покрытыми плющом. Каждый из них имел свое лицо и свое настроение. За месяц в пути наглядно начинаешь понимать, какая среда ближе. Где дышится легче и хочется жить, а откуда хочется быстрее убежать. Был один очень интересный урок. Это город Лион. В центре города находится красивая церковь, и в ней чувствуется какая-то такая приятная очень энергетика. И вокруг люди, которые туда приходят, их настроение, все вот прям в хорошем таком месте находишься. Прям приятно быть. Я прохожу дальше и попадаю в промышленный район. И это такие условно хрущевки. С одной стороны вид на промышленный завод, с другой стороны это какая-то мусорная территория. Я вижу людей, которые идут такие, с такой как будто бы злостью, с ними ноль коннекшена, мне не хочется с ними связываться вообще. И как только я выхожу из этой территории и попадаю просто в поля, что я делаю? Я ложусь на траву, отправляю своей жене сообщение, что я чувствую, что со мной происходит. Я лег, расправил руки, хотя было прохладно, но я просто кайфовал от того, что наконец-то я вышел из вот этого города. Это такой кайф. И дальше я иду, и деревня меня приглашает пообедать. Рядом с ними какая-то корова, лошади, люди какие-то счастливые, довольные. И для меня пришло понимание, есть и формула, где мы живем. Meat for all the people of the world. Место, где мы живем, формирует нас. И если понять, где по-настоящему чувствуешь себя счастливым, можно изменить жизнь к лучшему. Я знаю многих людей, которые меняли свою жизнь, потому что понимали, что находятся не в той системе, которая вот нужна для них. На пути Сантьяго я еще раз утвердился в мысли, что мое идеальное место для жизни должно быть в тесном контакте с природой. У меня природа в моей жизни — это прям нечто такое необычное, что началось еще в детстве. Это была гигантская любовь к этому. И потом у меня появился бизнес. Я жил в Киеве, в хрущевках, потом в Сталинках, потом переехал в Майами, даунтаун. И в какой-то момент меня снова начало притягивать в то, что на самом деле я люблю, от чего я получаю кайф. И в этом направлении начал проявляться мой бизнес. Начался эко-девелопмент. Сейчас я инвестирую в проекты, которые реально полезны и людям, и природе. Все, что касается YouTube, связано с путешествиями, которые ведут куда? В интересные места, в природные. Чем бы я ни занимался, это сильно связано с природой. Я скажу, что такие выводы, такие взгляды на мир можно получить на пути Сантьяго де Компостела, и каждый получит свои. Привет, свиньи! Привет, привет! Если вы вдруг подумали, что идти по пути Сантьяго — это сплошной кайф, идешь себе по красивым городкам, по природе, то это далеко не так.
По длинному пути из юга Франции до Сантьяго де Компостела ты проходишь горы от 1-300 метров до 1,5 километра 3 раза. Туман. Я сейчас нахожусь на высоте 1505 метров, кажется. Ну, короче, точно 1,5 километра. Первая трудность, с которой сталкивается пилигрим на пути, это физическая боль. Ноги болят у всех. У каждого. О, май гад. Вау. It's incredible. В ход шли охлаждающие мази, ванночки со льдом, всякие лечебные лейкопластыри и массажи. Иногда даже массажи друг другу. Вторая трудность на пути – тяжелейший рюкзак. Рюкзак весит 8. Сначала всем пилигримам кажется, что нужно набрать побольше вещей, ведь дорога долгая, все пригодится. А потом по пути обычно все избавляются от пары-тройки килограммов. Что интересно, у меня была сначала стеклянная бутылка, которую дала мне супруга, но она тяжелая, стеклянная же. Я шел, пил по ней, все так было у меня собрано, все время было там 2-3 литра воды. Когда я все-таки понял, что рюкзак должен весить меньше, я подарил свои футболки, может, у меня их было штук 5 или 6, владельцу хостела, где я остановился. This one. Perfect. Patagonia. Потом я подарил бутылку стеклянную каким-то ребятам в городке, где их встретил. И начал нести воду просто в пол-литровой бутылке, которую набирал с колодцев. Большой рюкзак, и он становился все меньше, легче. И нужно ли все это по пути? Да нет, и я научился стирать вещи каким образом. Я заходил в душ, не снимал футболку, носки, просто мыло вместе вокруг и сушил их феном. И путь становился все легче и легче. Я собрал для вас советы о том, как подготовиться к пути Сантьяго, что взять рюкзак и как облегчить дорогу. Все по ссылке под этим видео. Еще в разряд трудностей можно отнести ночевку в некоторых хостелах и альберге, особенно если ты идешь зимой. Цены на проживание в таких местах обычно очень бюджетные, поэтому и условия часто скромные. Постели нет, поэтому я сегодня буду спать, наверное, в футболке, в штанах. Поскольку полотенца у меня нет, я буду после душа высушивать себя вот этим. В каких-то хостелах не было одеял, при том, что на улице ночью минус, а где-то были проблемы с отоплением. Но все эти трудности на пути перестают быть трудностями, если идешь по нему осмысленно и с любовью. Hello again! Я встретил ребят, которые шли с коляской, с 1-летним ребенком, который только начинал ходить на пути Сантьяго де Компостела. При этом ты же идешь не по асфальту, не по камням, а иногда это тропа по земле, и вокруг какие-то каменные, такие как каньончики маленькие, по которым нужно пройти. То есть коляску по ним провести просто невозможно. Ну, то есть вообще невозможно. Наверняка они поднимали, как-то несли, проносили. Это может быть 100, 200, 300 метров, где вот такую часть пути нужно пройти. И они проходили иногда в день по 20-30 километров, хотя они шли с коляской. Привет, мы Дэн и Кэти из The Road Chose Me. Не поверите, мы в Исландии. Исследуем Северную Австралию. Мы решили пройти путь, чтобы доказать себе, что даже с ребенком мы можем справляться с трудностями и все так же ходить в большие приключения. Часто говорят, что путь духовный. Оглядываясь назад, я думаю, что он помог нам понять, насколько важная работа быть родителем. Это трудно, и в то же время это прекрасно. Для Авроры это была потрясающая школа. Она сидела в коляске каждый день, напевала себе что-то или качала головой, пока мы обсуждали все, что видели вокруг. Это было прекрасное время вместе с семьей.
На пути много говорят о любви. Я думаю, любовь в простоте, в маленьких радостях, которые встречались по дороге. Иногда это увидеть красивую птицу, насладиться рассветом или закатом. Путь наполнил нас огромной благодарностью. Мы от души рекомендуем пройти его и очень благодарны за этот опыт. Мне кажется, формула любви дает возможность упростить этот путь 100%. Что значит любовь в этом понимании? Что мы идем в Сантьяго с какими-то планами. Если мы действительно хотим глубоко в душе сделать какие-то изменения в своей жизни, к чему мы идем, у нас есть четкая цель, то это не туристический трип, походить, пофоткаться, понять, вот какой может быть этот маршрут. И тогда все эти сложности, которые могут у нас возникнуть, они точно возникнут, они перестают быть этими сложностями. Все. Ты хромаешь, ты мокрый, ты прошел больше, чем нужно, там не поел, там воскресенье, там все закрыто, там тебе принесли испорченную еду, но ты идешь, не злишься, ничего не усложняется, а в конце просто какое-то счастье приходит. Меня зовут Оуэн О'Нил, я из США. И я здесь, чтобы открыть свое сердце. Я всегда верил и знал, что люди, которых мы встречаем в жизни, приходят не просто так. Но именно на пути Сантьяго это ощущаешь особенно четко. Когда вокруг тишина, а все внимание направлено внутрь себя, ты начинаешь по-настоящему слышать и видеть не только себя, но и других. Каждый попутчик становится учителем. Кто-то словом, кто-то примером, а кто-то просто своим присутствием. А для кого-то учителем будешь и ты. Have a good breakfast and see you soon. See you later. Buenos días. Я думаю, путь — это не только дорога, но и люди, которых встречаешь. Такие, как ты, бывают моменты, когда люди очень помогают. Другие люди помогают увидеть себя, то, что сам не замечаешь. Знаешь, просто идти по пути, само по себе это не так уж важно. Я не думаю, что могу чему-то научиться у самого себя. Я уже много раз жил наедине с собой. И не думаю, что открою что-то новое. Но я учусь у пилигримов. У таких, как ты, и у других. Вот почему я возвращаюсь. Опять и опять. Я бы хотел проходить путь Сантьяго каждый год. Сколько раз ты его проходил? Это мой 6-й. 6-й путь? Да. Среди всех встреч на пути одна запомнилась особенно. Елена из Украины. Когда мы познакомились, она работала в одном из альбергия на пути, но очень хотела масштабироваться в сфере туризма и путешествий. Когда я шла в французский путь, то я чувствовала, что я кого-то там встречу. И одна из таких, которых самых значимых, скажем, фигур, звезд, это был Анатолий. Продолжаю дорогу со своим земляком Леной. Привет. Всего лишь 3 дня мы шли вместе, но это было настолько интенсивные у нас разговоры, о многом мы говорили, он делился со мной, я делилась своей историей. Она все больше и больше рассказывала, что за тип деятельности, в общем, какие там у нее планы на последующие месяцы. И я понимаю это, что да, у меня есть и жена, и дети, и бизнес, и он в разных странах, и, в общем, мы живем в разных мирах. И мне показалось, что да, я могу что-то со своего мира дать ей. И, возможно, ее мир перейдет в какой-то новый этап. Да. Большое тебе спасибо. Он меня так вдохновлял, рассказывал, каким он был 10 лет назад и что сейчас. И я такая, так, я сейчас, какой он 10 лет назад. То есть у меня все будет. У меня она дома лежит на столе. Анатолий мне оставлял 2 записки, оставил мне по пути. Это было в горах, первой деревне Галисии. Я
остановился в отеле, который находится на вершине гор, и решил оставить этот же номер на следующую ночь Лене. Написал записки, оставил их владельцу отеля, сказал Лене, куда идти. Я плакала. Я шла, и я такая уставшая была. И я тогда еще начала болеть, у меня температура начала подниматься. Я пришла в отель, а там меня ждет подарок, букет цветов, который я принесла в Сантьяго. Вот, записки эти я взяла с собой. Делая что-то с любовью, ты меняешь не только свою жизнь, но и мир вокруг. И следующее — это мечты сбываются, если ты подкрепляешь действиями и верой в себя. И по возвращению с камина я больше начала действовать. То есть идеи, мечты, планы превратились в действия. И сейчас я вот уже вожу группы. Я нахожу интересных людей, с которыми мы организовываем походы. И я как гид создаю магию на камине. Как эти изменения могут произойти, если мы с уверенностью, с любовью переходим в эти действия? Если мы ожидаем, что что-то в мире поменяется, или к нам кто-то придет и изменит нашу жизнь, я в это не верю, если от нас лично не происходит никакого вот этого желания, вдохновения, активных действий, смелости, вот перехода в это. Я верю, что у Лены есть такая сила, и я думаю, что рано или поздно она перейдет в этот путь, в свою новую страницу жизни, и она может вдохновлять. То есть есть какая-то сила, у нее что-то точно может произойти в своей жизни. На пути Сантьяго ты встречаешь десятки церквей. Старинных, скромных, очень красивых. Я часто заходил внутрь, иногда чтобы полюбоваться храмом, иногда чтобы поставить свечу, помолиться, оставить пожертвования или просто погреться. Говорят, на пути Сантьяго даже самый убежденный атеист может поймать себя на том, что говорит с Богом. По крайней мере, я ощутил это на себе. У меня впервые в моей жизни появились диалоги с Богом. Я не могу сказать, что это Бог из какой-то религии. Это вот диалог с кем-то извне. Это был диалог с природой, это был диалог с самим собой. И несмотря на огромное количество церквей вокруг, здесь понимаешь, чтобы поговорить с Богом, не обязательно заходить в храм. Достаточно остановиться среди поля, обнять дерево. Счастье. Или просто завалиться в сено и услышать тишину внутри себя. О, Боже. Сел в медитацию на сено, на природе. Пусть холодная погода, но мне очень приятно находиться напротив церкви. Путь не навязывает тебе религии, он дает пространство. Пространство, где можно молиться, а можно просто медитировать. Сегодня просто такой классный день, необычный такой закат, и у меня внутри такое состояние, при котором я хочу сделать записи. На пути в Сантьяго я искал новый смысл жизни, изучал разные системы — стоицизм, католицизм, буддизм, вспоминал свои духовные практики в Индии. И в итоге осознал, в мире сотни религий и философий, но все говорят об одном — о любви. Она и есть основа всего. Вау! Я начал делать любовь. Везде. Я не знаю почему.
Я начал делать сердца везде, по всему своему пути. Из снега, из кустов, из травы, из песка, из камней. Я рисовал это где-то маркером, на ракушках. В общем, чего только не было. То есть если я уже прошел 25-35 километров, усталость, я начинал делать любовь, и у меня просто прям будто бы какое-то гигантское восстановление этой энергетики было. И сказать вам точно, что есть любовь, для меня тяжело. Я не могу назвать это X by Y, будет вот такой-то результат. Это однозначно формула, которая появилась в моей жизни и по которой я начал делать изменения в семье, в бизнесе. Пропали конфликты, ну я бы так сказал, по минимуму процентов на 80-85. Пропало эго, которое раньше было в моей жизни, ну так таким прям большим, важным. Я, честно говоря, не могу сказать, что стал таким прям священником или монахом, или супер отдающим, прекрасным человеком. Но сравнив себя с тем, кем я был раньше, до этого пути и после, это просто прям две разные личности. Ведь как ни крути, без любви ничто не имеет смысла, а с любовью даже простая тропинка превращается в путь. Доброе утро, Мария, Майков, Анечка. С любовью вам сегодня опять хорошего дня желаю. Так, теперь трое нас делают это. Муа. Целую. У-у-у, еще одна любовь. Доброе утро. Buen camino. Любовь, 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 любовь. Та-дам. Love. Прежде чем я расскажу вам, как путь Сантьяго изменил мою жизнь, я хочу рассказать вам историю одного интересного человека, которого я встретил в своем походе. Это ресторатор Себастьян из Испании. Его путь очень вдохновляет. Мы пересекались с ним то ли 15, то ли 18 раз. Первый раз я увидел его в ресторане. Мы просто сказали друг другу «Buen camino», ну да, там, сколько я встречал тогда, там, 5, 7, 10 человек, может быть, в день. Идем дальше. Опять Buen camino. Еще один день. Again? ¡Ey, una más! No way! How is possible? Aquí quedamos. Cool. Buen camino. Buen camino. Несколько раз в день мы пересекаемся. То есть оказалось, что мы примерно с одной и той же скоростью идем с ним. И примерно по одному и тому же маршруту. Мы начинаем уже общаться по пути, хотя я не говорю на испанском, он не знает английский, и нам нет языка, который бы нам помог общаться без проблем. In the center, but after, yes, and then the nature. Tal cual, tío. Again. Sí, sí, sí. Мы понимали друг друга без слов, ведь путь сближает быстрее любого языка. Сегодня я решил сделать ему сюрприз и наведаться в гости в его ресторан, который находится в Галисии. Я наконец-то встречу Себастьяна. Я с ним не виделся уже 6 месяцев. Вот его ресторан Аланзада. Место красивое, прямо напротив океана. О, вау. Как ты, мой друг? Прекрасно. Я скучал по тебе. Как здорово. У меня есть кое-что для тебя. Это первое. И кое-что тут.
Ты помнишь эти моменты? Конечно, помню. Полуслезы в обоих от счастья. Как-то не знаю, как объяснить. Путь меня изменил и довольно сильно. Я вырос как человек, научился больше принимать и себя, и жизнь, и повседневные трудности. Такова жизнь. Это, кстати, фраза, которую я услышал от одного итальянца. А вот с тобой разговоры были не главными. С тобой мы просто смотрели друг на друга и все понимали. Я помню, были такие моменты, когда ты подкрадывался ко мне в ресторане, закрывал мне глаза и говорил: «Это я, Анатолий». Una ensalada. Señor. Помню, как мы дошли до Пуэрто-Марино, и когда мы ужинали, я рассказал тебе про то, что нашел колокол свободы. А ты сказал: «Себас, я хочу туда. Отведи меня». И мы пошли. В 7 утра или в 6, не помню уже, была еще ночь, и ты начал звонить в этот колокол, как безумец. Clon, 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 clon. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Puerto Marín. Пуэрто-Марин. Let's go. Я решил пройти путь по 2 причинам. Ради себя и ради моего сильно больного друга, с которым я говорил по телефону каждое утро. В один из дней я прошел около 30 километров и вдруг увидел часовню. Я вошел в нее, и я не знаю, что произошло со мной. Там я оставил одну вещь, которую долго носил в кошельке. И это стало освобождением. Когда я вышел, я был счастлив. Я побежал. Я бежал от часовни, наверное, километр. Я не чувствовал свой тяжелый рюкзак. На 100-м километре я увидел Анатолия. Он там делал фоточки, помнишь, дружище? Когда ты увидел, что я бегу как безумный, ты только и спросил: «Что с тобой?» А для меня это был магический момент. Лучший день всего пути. I can't do this. Я вдруг почувствовал счастье и понял, что этот путь для меня значит: жизнь прекрасна. А я тогда переживал тяжелое время. Wow. Joder. И вот это чувство — встретиться с самим собой, именно оно заставило меня бежать как сумасшедшего. Я долго не знал, кто я есть, а в тот день я узнал. И с тех пор я продолжаю этот путь, работаю над собой. Путь — это нечто невероятное. Магия, сила. Я говорю об этом всем друзьям, как только меня спрашивают, и не могу остановиться. Это невозможно описать словами. Buen camino. Buen camino. Когда я шел на путь Сантьяго, я знал, что это не просто путешествие. С первого дня я чувствовал, вот-вот произойдет что-то важное. Каждый день я ожидал знаков, откровений, встреч. Но самые важные вещи пришли, когда я сам этого не ожидал. Случайно прошел 50 километров. На следующий день еще
30-35, у меня разболелась нога, напухла. Что интересно, что до этого при встрече в Барселоне мне как раз гид сказал, я прошел 50 километров, у меня заболела нога, и я целый день не ходил. Я прошел 2 дистанции за один день, можно так сказать. Там около 50 километров. Потихоньку. Очень важно отдыхать. Думал, главное мне не пройти 50 километров, потому что я нечто услышал по этому поводу. Я просто перепутал путь, прошел те же 50 километров. Я иду, и когда уже не могу реально идти, потому что напухла просто нога сильно, я выбираю самый ближайший отель. И этот отель назывался «Монастырь». И это оказалось не просто красивое название, это бывший монастырь X века. То есть я случайно остановился в месте, где веками паломники искали приют, прощение и исцеление. Вот, приложил лед. Надеюсь, скоро придет. Остановившись в этом отеле, у меня не было никаких планов. Но из-за того, что я не мог ходить, все то, о чем я думал до этого, все это проникло в ручку, которую я взял на столе, листочек этого отеля. Я начал прописывать, кто есть я. И удивительно, но я вспомнил, что происходило в детстве. Что я любил географию. Я выиграл в игру «Города» учителя по географии, когда пошел в 1 класс. Я вспомнил, как выиграл Всеукраинскую олимпиаду по истории и географии. И за это поступил на бюджет одного из киевских частных вузов. Потом вспомнил, как встретил человека очень интересного, когда я закончил школу, и он сказал мне: Анатолий, ты писатель. Думаю, какой писатель? Я что, на юриста учился. Я вспомнил ретриты, которые я проходил. Это все происходило целый день. Я начал просто на этом листочке рисовать, вспоминать, что происходило, и это просто перешло в формулу. А что такое формула? Формула — это понимание того, кто я есть, от чего у меня происходит вот это состояние счастья. То есть то, чем я могу заниматься, по сути, вот 24/7, каждый день, с большим кайфом. И то, что начало складываться еще в детстве. И это не та формула, которую могут навязать на учебе, на работе, там даже в каком-то бизнесе. Это то, чего ты ощущал счастье всегда. Просто, возможно, не замечал этого. Моя любовь к географии в детстве переросла в страсть к путешествиям. Я понял, что только в дороге я чувствую, что живу по-настоящему. Там у меня все на своих местах. Режим, питание, спорт. А дома все будто бы на паузе. Только за этот год я совершил около 50 перелетов. Сингапур, Сантьяго-де-Чили, Рио, Тбилиси, Торонто, Лондон, Париж, остров Пасхи, Азоры, Коста-Рика, Бали. И это еще не финал. Любовь к географии переросла и в мой бизнес. В моей жизни нет работы из офиса. Мой бизнес — это разные страны. Я изучил теорию флагов, помогая людям получить гражданство других стран и свободу передвижения по нашей планете. Что такое писатель в этой формуле? То есть я понял, что люблю делать видео. И это началось еще в 2011 году на свадьбе. И я снимал свой мальчишник в Лас-Вегасе на камеру с пленкой. Это даже была не цифровая камера. И мне просто нравилось это делать. И в какой-то момент я начал использовать видео в своем бизнесе. 70% почему я делал эти ролики, это было для того, чтобы бизнес пошел вверх. Кем я тогда был? Все равно я был вот бизнесменом, я нанимал руководителей, я занимался этим бизнесом более так активно. И если мне было скучно в этом бизнесе вот, заниматься управлением, то 24/7 я мог заниматься YouTube'ом 100%. Но я не задавал себе никогда вопрос, а что мне дальше с этим стоит сделать? Но когда я прошел свой путь и начал прописывать формулу жизни, я понял, важно заниматься тем, что любишь, и готов делать бесконечно. Для меня это создание видео. Если раньше мои выпуски были в основном про бизнес, про коммерцию,
то сейчас все поменялось. Сегодня они пошли в сторону эко, про природу, про то, как жить в гармонии с окружающим миром. В своих видео я рассказываю о любви и своей семье. Там появился мой сын, который, может, будет в будущем звездой. Посмотрим. И про бизнес я тоже говорю, но уже иначе. Не про цифры, а про то, как создавать проекты с любовью и заботой о нашей планете. Я с удовольствием делюсь тем, что происходило у меня в жизни, какой опыт я получил, и то, что я прошел Сантьяго де Компостела. Для чего я это делаю? Для того, чтобы мой опыт был полезен для вас в чем-то. Как родителю, как бизнесмену, как тому, кто хочет поменять свою жизнь, найти смысл этой жизни. Я шел по пути Сантьяго в поисках новых смыслов. Путь не дал мне готовых ответов, но привел меня к любви. Сначала я делился ею с другими. А когда путь остановил меня, я впервые по-настоящему подарил любовь себе. Путь дал мне понять, что не нужно тратить время на нелюбимое. Нужно заниматься только тем, от чего ты кайфуешь на 100%. Только тогда жизнь будет наполнена смыслом, и в ней будут происходить настоящие чудеса. И на следующий день эта формула все больше и больше и больше увеличивалась. Я начал покупать ракушки. На ракушках начал писать части этой формулы. Начал их оставлять в тех местах, которые меня очень вдохновили. Вот что я написал. У каждого из нас в какой-то части этого пути происходят эти необычные, интересные изменения жизни. Я считаю, что это такой полезный дневник, который мы можем вести на этом пути. Пусть это будут ракушки, пусть это будет какой-нибудь там бумажный дневник, что угодно. Каждый найдет свой лучший путь. Но вести этот дневник, я считаю, это очень полезное упражнение. Buen camino! Buen camino! Все, вышли в Сантьяго де Компостела. Мне идти 37-38 километров. Хорошего тебе пути, Анатолий. И снова я этого человека вижу. Случайно его вижу. How is possible? О май гад. Один из самых запоминающихся моментов пути был день, когда я зашел в Сантьяго де Компостела. Уже рассвет. Начинается ночь. И луна еще в небе. Красивое утро. Это был 27-й день моего пути. Я как никогда за все время похода радовался каждому километру и каждой отметке на столбах. Каждая из них напоминала: я все ближе к финалу. Еще 16 километров до Сантьяго де Компостела. Я шел очень быстро, будто открывалось второе дыхание, и какая-то сила несла меня вперед к завершению маршрута, к городу Сантьяго де Компостела. Прибыл. Помню, как пришел сюда полгода назад, уставший, но счастливый. Это был не просто конец маршрута. Это было прощание с привычками, мыслями, с шаблонами, в которых жил с прежним собой. И сейчас, спустя полгода, я снова пришел сюда, к собору Святого Якова.
Я знал, что у меня слезы польются. Реально. Слушай. Это реально какая-то новая страница. Я прошло уже полгода, но я не понимаю, как это работает. Именно здесь я почувствовал свои выводы о жизни, что я делал раньше, и почему жил именно так, и к чему приходил. И сейчас я чувствую просто какой-то гигантский кайф, будто я снова оказался 6 месяцев назад в этом месте. Неимоверно. Я забыл, когда я плакал последний раз. Вообще. Ой. О, вот это да. В этот момент я вспомнил все, как месяц шел пешком, в любую погоду. Снег, дождь, ураган. Как ночевал в холодных хостелах и альберге, как тащил этот огромный рюкзак, как распухли ноги от 50 километров пути. Я вспомнил всех моих попутчиков. Пару из Канады, парня из Тайваня, из Южной Кореи, Лену из Украины. Вспомнил, как 18 дней подряд удивительным образом встречал Себастьяна. Как во мне проснулась любовь к природе, к людям, к себе. Как я наконец почувствовал, кем на самом деле я являюсь и что мне нужно для счастья. И то, с какими чувствами тогда пришел полгода назад к собору Сантьяго де Компостела. У меня нога перестала болеть. У меня настроение другое. У меня какая-то энергетика другая. Космос. Это действительно место силы. Это... Это место силы. Тогда, сидя на этих ступеньках, я осознал. Путь не закончился. Мой путь только начинается. Новые привычки, новые мысли, новая жизнь. С новым образом жизни я пошел дальше. Я пошел туда, где кончается земля, на край света. Городок Финистерра, в 100 километрах от Сантьяго де Компостела. Впереди меня ждало еще 3 дня в пути. Но это отличная возможность закрепить результат. Ведь найти свою формулу жизни мало. Нужно научиться по ней жить. Раньше люди считали это место последней точкой известного мира. Дальше только океан. Здесь, на утесах Атлантики, заканчивается путь Сантьяго для тех, кто идет не только к могиле святого Якова, но и дальше, к себе. Вон находится маяк. 300 метров. Господи. Да, я помню, как я прописал эту формулу любви. Я помню этот лист, что есть смысл моей жизни, кто я. И через 6 месяцев изменения наступили и в семье, и в бизнесе. И даже в моем ежедневном ощущении, насколько я счастлив, насколько я делаю то, что я хочу делать, насколько действительно эта любовь срабатывает.
Много привычек у меня закончились после этого маршрута, которые мне не нравились раньше, в которых я был в каком-то не том состоянии. И я не могу сказать, что я ушел от них на 100%, но, скажем, более сильных изменений в моей жизни, чем на этом пути, у меня не было. Спасибо. Спасибо тебе, Господи, что все сложилось необыкновенным, приятным образом, и я попал в новую формулу в своей жизни. Это просто кайф. Путь Сантьяго изменил меня, и эти изменения вдохновили многих. Путь пошел по цепочке. Спустя полгода его прошли мои друзья, моя команда, моя жена и мой сын. Теперь путь — часть их истории, о которой они обязательно расскажут. Об этом вы узнаете в следующем выпуске. С любовью, ваш Анатолий Летаев.